Если у тебя нет времени, ты консервативный инвестор, ты хочешь получать ежемесячный или ежеквартальный доход. Диверсификация – наше все. Это же все теория, а на самом деле по-другому мир строится. Ну, невозможно диверсифицировать, если у тебя уже есть актив, готовый арендный бизнес 200 миллионов. Что, его должен продать, что ли? Я не хочу погружаться, потому что мне и так вот хватает. Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей Белов, и наш канал «Открытый бизнес» для предпринимателей и про предпринимателей. И сегодня я пригласил на встречу Артема Цагоева, человека, которого я давно хотел пригласить на интервью, слежу за ним в его телеграм-канале, очень информативным и интересным, ссылка на который обязательно будет под нашим роликом. И сегодня наша встреча состоялась, и тема, которую мы сегодня будем с Артемом обсуждать, это пассивные инвестиции для предпринимателей. Артем – ведущий специалист по инвестициям в недвижимость, и я думаю, он нам сейчас немножко коротко про себя более подробно расскажет о своем опыте, а дальше я буду задавать вопросы. Да, коротко, минут на 40, я начинаю рассказывать о своем опыте. Спасибо, Алексей, за приглашение. Ты знаешь, я на рынке работаю с 1998 года, то есть я начал даже раньше, я работал там еще курьером, показчиком и на ксероксе, но именно сознательная жизнь, это в 18 лет я начал заниматься финансовым анализом на рынке недвижимости. Соответственно, сейчас у нас 2022, все могут посчитать мой стаж. Соответственно, что за это время было сделано? Ну, во-первых, я написал 2 книги. Первая называется «Как инвестировать в недвижимость», догадайся, как называется вторая. «Как инвестировать в недвижимость». Но они вышли с, так сказать, с лагом временным в 17 лет. И поэтому, конечно... Апдейт произошел? Апдейт небольшой. Да, мне понадобилось 17 лет, чтобы сделать апдейт. То есть первая вышла в 2004 году, а вторая в 2021. Я работал во многих компаниях. Самый последний опыт, недавно совсем расстались с этой компанией, компания Тринфика. Соответственно, я в ней работал с 2017 года, а до этого работал с 2010 по 2012. Это самая крупная в России независимая управляющая компания по управлению средствами ЗПИФов. Ну, тогда ближе к теме. Да. Что бы ты мог в текущих ситуациях 2022 года, в той ситуации, в которой мы находимся, куда бы ты мог порекомендовать или считаешь целесообразным инвестировать деньги для получения пассивного дохода предпринимателя? Предприниматель это человек, то есть физическое лицо, да? Он помимо того, что он предпринимает и владеет компанией, он еще прежде всего человек. Да, точно. Да? И когда мы говорим про инвестора как человека, мы должны, ты говоришь, дай рецепт всем. Да? А я считаю, что надо рецепт давать не всем, а подходить с этим более индивидуально, скажем. То есть, иначе рецепт будет слишком поверхностный. То есть все пейте, я не знаю, Корвалол. Мне сердце не болит, зачем мне это пить? Да? То есть я говорю о том, что есть такое понятие, как риск-профилирование. Соответственно, риск-профили разные. У тебя, возможно, он агрессивный, судя по тому, что я услышал. Ты 5 компаний развиваешь, поэтому это значит, ты любишь риски. Ты где-то обязательно рискуешь больше, чем где-то в другом месте. Да? И вообще, если мы говорим про предпринимателей, наверное, в основном это люди с агрессивным риск-профилем. Да? То есть это первое. Второе. Есть еще консервативный и умеренный риск-профиль. И это, естественно, вещи, которые очень сильно влияют на доходность. Потому что если ты агрессивный, и тебе говорят доходность 10%, как на депозите. Ты думаешь, что это зачем такое? Это, да, мой бизнес дает мне 25. 25, да, или 55, неважно, сколько он дает, главное, что это не 10. Да? Поэтому вопрос, что ищут сами люди. Потому что для многих предпринимателей дать денег в какой-то рискованный девелоперский проект, это тоже пассивные инвестиции. То есть они там лежат, а через 2 года будет доход. Здесь на самом деле надо начинать с анализа себя, с разговором с собой. Кто ты? Ты агрессивный инвестор, умеренный или консервативный? Это первое. Второе, конечно же, если мы говорим про пассивную доходность и про пассивный доход, но я предприниматель, и ты предприниматель, мы же видим, что есть какие-то там истории, где, есть какой-то проект. И у меня, как у предпринимателя, все время вопрос, а там все хорошо сделано?
И вот ты начинаешь уже погружаться. Да. Я бы хотел сказать слово «лезть». Да. Вот. Поэтому вопрос о том, насколько он пассивный в действительности. То есть ты себе можешь ставить такую цель о том, что это пассивный доход, но реально ты начинаешь туда погружаться, и он у тебя уже становится активным. Это второе. Третье – это горизонт инвестирования. Да? То есть на какой срок ты планируешь и хочешь ли ты получать промежуточный доход. Потому что это тоже важнейшие вещи. Если у тебя нет времени, ты консервативный инвестор, ты хочешь получать ежемесячный или ежеквартальный доход, то тебе определенный тип активов подходит. Если ты агрессивный инвестор, хочешь просто отдать денег и не заниматься, но получить доходность высокую, тебе другой тип активов подходит. Поэтому рецепта давай не вот получается. Так вот. Хороший, да вот эти две группы разберем. Давай, хорошо. Вот первая группа. Я действительно понимаю, что мне нужен такой инструмент, который не потребует моего большого участия в погружении. И ты не хочешь погружаться, что важно? Да, я не хочу погружаться, потому что мне и так вот хватает геморроя, с которым нужно разбираться. Поэтому, я достаточно консервативный инвестор. То есть я понимаю, пусть даже этот доход будет ниже, чем мой собственный бизнес, но зато он будет стабильным и, допустим, ежемесячным. Да? Вот для таких случаев какие инструменты подходят? На самом деле здесь все очевидно. Соответственно, подходит, возможно, готовый арендный бизнес. То есть это инструмент, который приносит ежемесячную доходность, он, в общем-то, понятный. Если там хорошие арендаторы, то и он, в принципе, относительно низкорисковый. Единственное, что доходности по такому инструменту сейчас очень невысокие, потому что спрос большой. У нас много в стране, слава богу, предпринимателей, и они все хотят что-то такое получить. Да? Соответственно, сейчас доходность на готовый арендный бизнес варьируется от 7 до 12%. 12% это что-то... Я про Москву прежде всего говорю. Да, давай говорить. Чтобы более конкретно, чтобы это было более полезно. В принципе, наверное, если мы говорим про Россию, то инвестировать стоит на максимально ликвидном рынке. Это, конечно, не говорит о том, что не надо инвестировать там в Брянск или, не знаю, в Стерлитамак, но везде есть какие-то свои истории. Но если мы говорим про Москву, то доходность 7-12. Причем сейчас медиана, то есть доходность, которую можно реально получить в Москве, именно покупая готовый арендный бизнес, она все-таки стремится к 8%. Да? Соответственно, это нам дает окупаемость в районе 13 лет. Это много. Это много. Да, соответственно. И плюс ко всему у предпринимателя опять возникает вопрос. 8%? А зачем? Да, вроде депозит у меня там приблизительно те же вопрос деньги, заключается в том, что еще есть рост стоимости недвижимости, и если мы считаем только фиксированную доходность, то это одна история. Но у нас еще сама недвижимость тоже имеет возможность вырасти. Да, и чаще всего она все-таки растет. И она растет. Если посмотреть последние лет она 10. растет. Да? Даже коммерческая недвижимость, у которой вроде бы стабильный арендный поток, она все равно растет. Потому что еще несколько лет назад были доходности в районе 13-12%, сейчас они опустились до 8%, это значит, что стоимость недвижимости выросла. Будет ли дальше, конечно, это продолжаться, это вопрос, но теоретически недвижимость может расти. Поэтому мы приходим к тому, что это первый, кстати, это только один из вариантов. Есть еще другой способ, значит, получать пассивный доход – это облигации. Да, то есть можно создать достаточно диверсифицированный, в отличие от готового арендного бизнеса, где надо сразу заплатить, я не знаю, 10, 15, 20, 30, 100 миллионов, чтобы получить этот актив, можно сформировать достаточно такой хороший портфель широкий из облигаций застройщиков или компаний, которые занимаются недвижимостью. Это долговые ценные бумаги, по которым есть купон. Купон – это, соответственно, то же самое процентный доход. Ставка аренды – то же самое, фактически аналог. Да, в каком-то смысле. Наверное, вот из такого, что вот прям вот капает, и ты ничего не делаешь, это, наверное, все. Основные. Да, хорошо. То есть, в принципе, у нас два инструмента, которые схожи близко. Наверное, если с ГАБом мы можем прибавить к стоимости аренды еще рост стоимости недвижимости потенциальной, то, соответственно, ставка там, с 8 каких-нибудь процентов медианных может вырасти там, до 12-15% годовых, в зависимости от объекта. Конечно, это зависит от срока, это зависит от того, как все-таки пойдут цены, потому что тоже вопрос.
Да. Результаты прошлого не гарантируют результатов будущего в данном случае. Согласен. И облигации, которые в последнее время выросли в цене по понятным причинам, потому что кредитование стало дороже, и, соответственно, компании были вынуждены повышать ставки по своим облигациям, дабы привлекать денежные средства в свои новые проекты. Но при этом надо понимать, что сейчас кредитование постепенно снова становится более доступным, и, соответственно, доходность по таким облигациям тоже будет снижаться. Она будет снижаться, поэтому вот, если мы говорим про сейчас, вот это сейчас интересно. Потом она, конечно, будет снижаться. Но я могу сказать, что даже в периоды, когда у нас ставка рефинансирования была в районе 8%, доходность по корпоративным облигациям строительных компаний, она была от 10 до 12%. Да, это тоже, мы говорим не про интересно. ПИК или самолет или ЛСР, а про вот компании типа Пионер, Легенда или Intelligence Development там, и другие. Теперь давай поговорим про вторую группу. То есть есть инвесторы, которые говорят, что у меня там горизонт инвестирования, например, 3-5 лет. При этом я хочу высокую доходность, мне не нужна ежемесячная доходность, но я через свои 2-3-5 лет хочу получить доходность выше, чем мой бизнес генерирует. Да. А мой бизнес генерирует 25%. Например. Вот что для них можно предложить? Но здесь уже на самом деле более широкий спектр, безусловно. Мы не говорим, что это пассивная инвестиция, да, потому что нет пассивного дохода, промежуточного дохода. Я прошу прощения, я же забыл еще про коллективные инвестиции в недвижимость. По предыдущему пункту, прошу прощения. Можно же купить паизы ПИФов. Их, правда, не так много на рынке сейчас представлено, и не у всех у них нормальная доходность, скажем так. И более того, доходность, соответственно, за ПИФа она не гарантируется никак. Да? То есть она может получиться, может не получиться. Но сейчас на рынке есть несколько фондов, у которых есть нормальные базовые активы. Базовый актив – это объект недвижимости, который внутри фонда находится. Да, там доходность может варьироваться с 12 до 14%. Ну, тоже интересно. То есть, получается, и при этом, я прошу прощения, извини, пожалуйста, можно еще тоже за счет того, что цена пая составляет 6, 7, 3 тысячи рублей, можно сформировать тоже некий портфель на определенную сумму, и это уже будет более диверсифицировано, чем покупка одного какого-то объекта ГАБа. Вот я и хотел как раз сказать, что в случае с ГАБом это более все-таки диверсифицированная история, хотя, опять же, инвестиции в ту же историю, то есть это ЗПИФы, которые владеют некоторой недвижимостью и сдают ее в аренду. Абсолютно. И от этого они получают доход, из которого они выплачивают купонный доход своим пайщикам. Все верно. Он, правда, называется промежуточным доходом. Купоны – это облигации. Да? Понятно. Но суть похожа. Да. Хорошо. Но тогда вернемся ко второй группе. Да. Значит, у нас несколько лет, и мы хотим получить доходность выше 25% годовых. Да, но здесь на самом деле достаточно большое, с одной стороны, большое количество проектов, с другой стороны, не все они могут называться пассивными. Потому что на рынке недвижимости огромное количество разнообразных проектов с повышенным риском и доходностью, но в основном это все девелопмент, так или иначе. То есть есть проекты, у которых есть инициаторы. Эти инициаторы ищут на рынке деньги, предположим, да, и с помощью разных инструментов находят какие-то инструменты. Сейчас девелопмент в том числе выходит на рынок коллективных инвестиций. Мы с тобой тоже были на презентации одного проекта недавно. Соответственно, коллективные инвестиции собираются на девелоперские проекты. Это раз. Второе, есть инвестиционные клубы, которые как раз занимаются тем, что собирают, соединяют проектов и инвесторов. Это некий мост между инвесторами и проектами. Есть, соответственно, разного рода другие истории, связанные с возможностью инвестировать в девелопмент. Девелопмент дает в нормальной ситуации 20-25% годовых. Причем можно сказать, что эти проекты с такой доходностью и в США есть, и во Франции, не знаю, по всему миру. То есть нормальная доходность для девелоперских проектов – это 20-25%. Плюс-минус в любой стране мира. Есть проекты на рынке, которые активно промоутируют и рекламируют, в которых доходность выше. Да, но доходность выше всегда означает то, что что-то какие-то риски должны. Риски, повышенные риски. Так как девелопмент это в принципе риск, то и эта тень от этого, соответственно, от высокой доходности, это большой риск. Чем выше доходность, тем больше тень. И по сути своей вот такая вот история. Можно попробовать инвестировать деньги на фондовом рынке в
скажем, акции компаний или, да, акции компаний, которые занимаются недвижимостью. Например, это Real Estate Investment Trust в США, Великобритании и еще в каких-то разных юрисдикциях. Вот. Здесь не все однозначно. В прошлом году был хороший рост, больше 30%, по-моему. Вот. А вот в этом году пока рынок падает. При этом, ну, там вопрос по поводу фундаментальных, так сказать, фундаментальной оценки этого всего рынка, он такой открытый. Да, но надо по ним тоже понимать, что возможно получить доходность в валюте, потому что это валютные активы и так далее. Да, сейчас это все усложнилось в связи с ограничениями, связанными с кучей российских брокеров, которые не могут это делать, но тем не менее пока еще варианты разные есть. Вот. Из высокодоходного, мне кажется, вроде бы все, но еще есть зарубежная недвижимость тоже, как один из вариантов, но здесь, опять же, то же самое, очень сложно анализировать проекты за рубежом, потому что, опять, за рубеж у нас сейчас это Турция, Дубай, по сути своей. Очень популярны сейчас туры инвестиционные в эти страны. Да, абсолютно. Но вообще сейчас популярны любые туры, которые связаны с каким-то денежным вопросом. Вот, туры в Казахстан, в Узбекистан и так далее. Я просто к тому, что достаточно сложно прогнозировать развитие какого-то рынка, потому что, ну, рынок Дубая, он сильно волатильный, он вот так вот, прям как я показываю, вот так вот график. Да, сейчас он идет. в росте, да? Сейчас фаза роста. Российских инвесторов туда пришло. Но что будет дальше? В Дубае видел и фазу падения. Да, однозначно. Это точно. Это уже даже вот за последние десятилетия, да? То абсолютно, есть да. Была уже там, вот эти там менялась ситуация в 2015 году, огромный спад был в 2009 году, ну, в связи с мировым финансовым кризисом и так далее. А в Турции лира постоянно падает. Абсолютно. В Турции огромная инфляция и так далее и тому подобное. То есть, ну, про Таиланд сказать сложно, не изучал его просто так вот внимательно, и про Бразилию уж тем более. Но в любом случае список дружественных стран он очень ограничен с точки зрения того, куда в принципе можно вложить. Мы же не будем вкладывать в Венесуэлу, где тоже огромная инфляция и проблемы с экономикой. Да, там сейчас, ну, в общем, неважно. Да. И я просто к тому, что для того, чтобы получить высокую агрессивную доходность, необходимо вкладывать в какие-то высокорисковые активы. Самый высокорисковый актив на рынке сейчас это development. Проекты на рынке есть, присутствуют. Каждый из них нужно оценивать отдельно. Согласен. Вот, извини. Итак, подытожим. Несколько инструментов. Если хотите получать более агрессивную, более высокую доходность, вы должны быть готовы к более высокому риску. Теперь давай поговорим дальше про портфель. Да, давай. Потому что каждый каждый предприниматель, он так или иначе уже владеет каким-то портфелем. Да. В этот портфель как минимум входит его бизнес. Да. Соответственно, чтобы диверсифицировать, чтобы снизить риски этого портфеля, предприниматели в какой-то период начинают и искать другие инструменты. Да? Это те же самые недвижимость, это те же акции, облигации, какие-то другие инструменты, про которые ты нам сейчас расскажешь. Вот как ты считаешь, к чему надо стремиться? Какой портфель в процентном соотношении между активами должен быть, ну, скажем так, консервативный? Да? То есть мы не будем говорить про экстремумы, про суперрисковые истории, да? Поэтому, что ты думаешь, какие пропорции должны быть? Здесь же тоже надо понимать, что вопрос оценки своего бизнеса. То есть если мы говорим про свой инвестиционный портфель, скажем так, то вообще нужно ли в него включать свой бизнес или нет? Это вообще большой вопрос всегда. Потому что, вопрос оценки вообще, сколько он стоит. Да, это спорный вопрос. Это спорный, да. А во-вторых, хорошо, свой бизнес, а его всегда можно продать, этот бизнес? Он не такой ликвидный. Это точно. Бизнес, или вообще не ликвидный. Или вообще не ликвидный, или слабо ликвидный. Потому что у нас же, как в России, бизнес иногда это ситуация. Да, и ты на ней просто сидишь много лет, или в моменте, или много лет. Да, и вот такая ситуация сложилась, и вот, значит, вот чемодан без ручки, хороший. Никому не отдам. Да, вопрос, включать ли свой бизнес в инвестиционный портфель. На мой взгляд, это не совсем правильно. Но еще раз, я же не истина в последней инстанции, есть другие мнения по этому поводу. Если говорить про мою точку зрения, то идеальный портфель – это портфель, в котором нет явных перекосов. То есть, условно говоря, если 50% в инвестиционном портфеле занимает готовый арендный бизнес, причем какой-то один проект, то это, наверное, не очень хорошо. Потому что если что-то случится, то у тебя, соответственно, половина дохода фактически может абсолютно, да.
То есть, наверное, идеальный портфель – это максимально диверсифицированный портфель. Но это как бы это гладко на бумаге, а вот в жизни это сделать сложно, потому что у нас входной порог в ГАП, который хочется купить, это, я не знаю, 15 миллионов рублей. А хороший супермаркет, например, он стоит и 100, и 200, да? 200, да. Да. Соответственно, это же какие должны быть активы, чтобы уравновесить вот эти 200 миллионов? Что это, миллиард или 10 миллиардов? Сколько это должно быть? Да? Поэтому, конечно же, чем получается, что тем дешевле вот этот вот, так сказать, актив, входной порог, тем лучше. И инвестировать именно с точки зрения портфеля в какие-то дорогие активы, наверное, и не нужно. Потому что сразу будет большая доля. Большая концентрация будет, да. То есть у тебя большую, так сказать, в общем, когда какие-то есть гири, да, якоря, которые, значит, перевешивают твой инвестиционный портфель в какую-то из сторон, это не очень хорошо. Поэтому максимум диверсификации – это лучше. Вопрос в том, что еще же, если мы говорим про инвестиционный портфель, это не всегда должна быть недвижимость еще к тому же, да? То есть там могут быть другие инструменты, и те же депозиты, конечно, и акции, и облигации, не связанные с недвижимостью и так далее. То есть здесь тоже такой вопрос, что идеальный инвестиционный портфель – это еще и портфель, в котором нет точной концентрации на недвижимость. В том числе, да, то есть там должно быть еще что-то другое находиться. И вот когда вот это мы все вместе представим себе этого, значит, как это, лоскутное одеяло, что ли, как это, я даже не знаю, с чем это сравнить, с каким-то калейдоскопом, наверное, даже, вот, то, наверное, вот это идеал. Да? Вопрос, как всегда, еще же в том, что активы, которые включены в портфель, они приносят разный доход, и у них разные риски. Поэтому у тебя в какой-то момент может быть просадка по рискованному активу, но зато у тебя это компенсируется тем, что у тебя очень-очень много активов с какой-то предсказуемой доходностью. Да. Ну и так далее. Ну, наверное, такой ответ. Диверсификация – наше все. Вот это же все теория, а на самом деле по-другому мир строится. Ну, невозможно диверсифицировать, если у тебя уже есть актив, готовый арендный бизнес 200 миллионов. Что, его должен продать, что ли? Нет, не хочется. Но постепенно, то есть тебе постепенно надо, значит, увеличивать долю других активов. Возможно. Либо выходить из своего ГАБа путем какого-то, не знаю, внести его в фонд и постепенно распродать. Возможно. Я последние 2 года как раз занимаюсь инвестициями в ГАБы. Так. И мы... Вот мы нашли друг друга. Да. Соответственно, мы занимаемся тем, что покупаем объекты, да, договариваемся с арендатором и начинаем получать ежемесячный арендный доход. И до недавнего времени мы использовали свои собственные инвестиции, и это было, понятной стратегией. Да. И мы купили несколько объектов. Так. И, в принципе, модель работает, все хорошо, арендаторы стабильные, смотрим только на... Нам не так важна максимальная доходность, нам важен максимум. Пустые помещения покупаешь? Да, мы покупали... Это не совсем покупка ГАБа все-таки, это мини-девелопмент все-таки есть? Наверное, да, есть. Первый объект мы купили с арендатором и получили, соответственно, самую маленькую доходность, потому что мы покупали его дорого. Да. Потом мы покупали чистую недвижимость, выходили сначала на несколько арендаторов, подбирали, договаривались. Да, действительно, здесь операционка была. Да. Вот. Потом она пассив. Не пассив, да. Потом она превращалась в ГАП и становилась таким же активом, как и портфель, как и актив с готовым арендатором на старте. Хорошо. И постепенно мы, собственно, и понимали, что тем самым, сажая к себе арендатора, мы повышали стоимость недвижимости. Потому что доходность не очень высокая, как ты правильно заметил, да, там 8-10%, и мы думали, как ее увеличить. И мы стали заниматься вот этой историей, и она, в общем-то, работает. На текущий момент мы находимся в ситуации, когда собственные средства у нас закончились, и нам необходимо привлекать заемные средства. Здесь уже немножко другая история, когда у тебя доходность 8-10%, а при этом заемные средства у тебя сейчас стоят дороже. Сильно дороже. Модель перестает работать. Поэтому тут я стал думать об изменении модели. Так. Я стал думать, что пора переходить на модель продажи. То есть можно, если ты входишь в такой проект, как наш, покупаешь объект или
допустим, даже занимаешься девелопментом, потом находишь арендатора, сажаешь туда арендатора, потом ты его, если сразу быстро достаточно, ну, через год, да, может быть, через 2, понятно, что там ставки льготные сначала надо, чтобы они поднялись, продаешь этот объект, тогда ты имеешь возможность уже, получаешь другую доходность, другой уровень доходности, и имеешь возможность компенсировать заемные средства, которые ты привлекал в проект. Вот. Поэтому скажи, вот как ты считаешь, вот аренда и продажа, вот сейчас, может быть, из твоего, ну, из тех проектов, которые ты знаешь, которые реализовываются в коммерческой недвижимости, да, насколько часто стала больше использоваться тема купля-продажа в этой истории, нежели аренда? Вот стали больше сделок происходить по купле-продаже торговой недвижимости? Ну смотри, во-первых, сектор, то есть ты говоришь о том, что ты покупаешь пустые коммерческие помещения, туда привлекаешь арендаторов, а потом в виде габа продаешь. Продают, да. Это деятельность, безусловно, которой занимается достаточно много количества игроков на рынке. То есть это, я бы даже сказал, Красный океан. Вот. Деньги на рынке есть, они доступны, и игроков таких, безусловно, много. По поводу того, как вообще появляются проекты готового арендного бизнеса, именно так. То есть большое количество предпринимателей, можно их в каком-то смысле назвать инвесторы, но это тоже надо понимать, что они девелоперы де-факто. Они приобретают в новостройках в Москве и в Московской области торговые помещения, туда сажают какие-то арендаторы или делят на мелкие части эти помещения, привлекают туда в эти мелкие части арендаторов, формируют готовый бизнес арендный и продают. Да, это есть. Это деятельность, которая, в общем-то, не является какой-то экзотикой. Она нормальная, таких сделок много, габа на рынке тоже достаточно много. Хорошие предложения с хорошими арендаторами покупают быстро. Есть, естественно, топ предпочтений у людей, у покупателей готового арендного бизнеса. Это супермаркет, алкомаркет, аптека и пункт доставки Озон, Wildberries и так далее. Вот. И вот такие помещения, конечно, они создаются предпринимателями специализированными и продаются. Да, этого становится больше, я бы так сказал, да. А давай еще погрузимся в эту тему. Вот меня интересует сейчас следующий этап. Вот, ну, заемное финансирование, понятно. Окей. Но в последнее время все чаще начинаю встречать случаи коллективных инвестиций. Конечно. Есть несколько российских проектов, которые пытаются, возможно, там, либо копировать западный опыт, не знаю, может быть, это они создают свой российский опыт. У тебя большой опыт работы в компании Тринфика, и ты занимался, видимо, похожими вещами. Вот скажи, насколько сейчас коллективные инвестиции в тренде? То есть они набирают популярность, да, и вот под такие проекты, вот я знаю, там, некоторые проекты, которые покупают и сдают в аренду и получают, соответственно, выплаты по паям, да, а вот проекты, которые покупали на коллективные инвестиции там, или сделали девелопмент, а потом продавали. Вот насколько вот эта тема сейчас, ты видишь, что она, в принципе, может быть интересна или там развивается? Ну, я вижу так. Вот у нас реальные коллективные инвестиции в недвижимость начались где-то с 2020 года. Так получилось просто. Все равно достаточно молодой. Весьма. Более того, скажу, что реальных проектов, которые получили в сфере коллективных инвестиций, их еще просто не так уж и много. Меньше, да. Да, почему? Ну, потому что никому не надо продавать алкомаркет как инвестиционный инструмент, да, и все его хотят купить, потому что для них, ну, это понятно очень. Я держу свою недвижимость, она моя, и там сидит красное-белое, в которое люди ходят и покупают пузыри себе. Это понятно. И здесь, на самом деле, вот, так сказать, люди, которые инициаторы проекта в сфере коллективных инвестиций, они столкнулись с ситуацией, что им нужно опять в очередной раз, вот индустрия существует с 2003 года, и с 2003 года такие, как я и мои коллеги, которые на этом рынке работают, так или иначе, они вот это все продают опять. Опять. Мы сейчас вам расскажем, что такое пай. Да. Садитесь, слушайте. Да? А инвесторы на самом деле как-то это слушают. Ой, управляющая компания, ой, третье лицо какое-то, доверительный управляющий. Сложно. Ну, не то, что сложно, недоверчивые. Непрозрачно. Недоверчивые люди, да. Да. Вот, то есть это история, которая требует очень большого развития инвестиций. Вот Руслан, рентовед Сухий, да, он
молодец в том смысле, что он хотя бы на своей аудитории, она у него достаточно большая, это рассказывает и погружает людей в эту тему. Вот. И делает это, в общем-то, интересно и так далее. Но в любом случае это большая очень работа, она связана с большими вложениями денег и привлечение розничных инвесторов в коллективные вот такие вот формы инвестиций. Это, в принципе, большие затраты. Вот. Причем эти затраты там измеряются несколькими процентами. То есть нужно рекламировать, нужно задействовать агентов, которые будут приводить этих людей и так далее. То есть это непросто. Безусловно, выезжают достаточно неплохо банки, у которых есть широкая клиентская база. Они могут им по разным каналам это дело продавать. Поэтому Альфа-банк и вот компания Альфа-Капитал, они так хорошо выступили на рынке коллективных инвестиций со своими продуктами, арендный поток и так далее. Поэтому как-то так. А все остальные, они сталкиваются с тем, что им надо выстраивать вот эту вот сеть. Нет маркетинга, нет сетей больших, чтобы быстро донести. Это можно купить. Вопрос, что это стоит денег. Понятно. Вот в этом проблема. То есть проект должен быть достаточно доходным, чтобы мог покрыть и подтянуть на себе... Это с одной стороны. С другой стороны, тоже надо понимать, что доходность – это риск. И когда у нас появляется объект, например, в виде ZPIF, какой-то, который рискованный, то тут уже управляющая компания начинает, так сказать, вибрировать. Да, она не разрешает некоторые вещи. Оно для нее некомфортно, такой огромный риск, потому что, как-то так. Понятно. А есть ли альтернативы ZPIF? Вот как еще собирать деньги у людей, привлекать в России, вот в законодательном поле? Легко, я тебе сейчас отвечу на этот вопрос. Во-первых, у нас есть инвестиционные платформы. То есть это история, которая получила развитие некоторое время назад, по-моему, несколько лет назад, вышел закон об инвестиционных платформах. Уже сейчас в России достаточно большое количество инвестиционных платформ, которые этим занимаются. Соответственно, у меня как раз сегодня должна была случиться встреча после нашей съемки с одной из инвестиционных платформ, но не состоялась. Так вот, этот инструмент позволяет привлекать деньги в проекты. Инвестиционная платформа тоже некий мост, посредник между деньгами и проектами, поэтому, пожалуйста, можно обращаться к ним. Я не могу сказать, что это супер успешно. Вообще по недвижимости существует всего лишь 2 инвестиционных платформы, все остальное это платформы, связанные с краудлендингом. То есть это когда ты кладешь деньги, а платформа их вкладывает в какой-то проект, под залог дает что-то или даже без залога какому-то предпринимателю. Вот. Это второй способ. Еще раз повторюсь, он не самый популярный. Дело в том, что у ZPIF тоже есть много проблем. Я имею в виду для инициаторов проекта, потому что через ZPIF привлекать деньги, во-первых, дорого, во-вторых, это должен быть актив, который стоит не менее 200 миллионов рублей, потому что управляющая компания должна работать и получать деньги за управление, а если стоимость чистых активов низкая, то они недополучают, им это неинтересно и так далее и тому подобное. Вот. Третий вариант – это займы. Это то, что используется в основном инвестклубами. Займ может быть, так сказать, под определенную ставку, и плюс еще может быть от инициатора проекта доплата, так сказать, за успех. За успех, да. И это пожалуй, 3 механизма, которые есть. Самые такие разработанные – это, естественно, займы, потому что это просто. Да, просто и быстро. И быстро, да. Для обычных людей, потому что действительно, вот для меня стоит такая задача в некой перспективе, как привлекать коллективные инвестиции. Я понимаю, что для ZPIF нужен достаточно большой объем инвестиций, да? По оценкам определенных от 700 миллионов до миллиарда, и соответственно и более, да? Вот. А для более маленьких проектов тут надо пробовать другие инструменты привлечения. Другие инструменты, но опять это все продажи, это уже не пассивные инвестиции, это ты уже превращаешься в лицо проекта, ты уже начинаешь сам подписывать документы и сам привлекать эти займы и так далее. То есть это уже такая история, прям настоящий бизнес, отдельный, 6-й в твоем случае. Да. Хорошо. Добро пожаловать. Я хочу сейчас немножко отступление от нашей темы сделать. На самом деле, как вы видите, тема инвестиций в недвижимость и в различные инструменты, связанные с недвижимостью, она очень объемная. Абсолютно. И мы пытаемся сегодня только чуть-чуть ее, приоткрыть какие-то вещи, которые могли бы натолкнуть зрителя на
интерес к чему-то, да, и потом уже глубже погружаться, там, изучать там ГАБы, изучать облигации, акции, другие инструменты. Поэтому сейчас у нас такая первая беседа на тему, как предприниматель, во что бы было бы интересно проинвестировать. Но я хочу сказать, что вот когда началась у нас в марте изменение реальности начало происходить, всегда происходит период нестабильности, никто не знает, что делать, и на предприниматели это одни из первых, кто ощущает это, да? Не понимают, что будет с их доходом. Я вот снимал отдельные ролики, вы можете посмотреть на нашем канале, как действовать в период нестабильности. И я лично для себя всегда, когда такие ситуации, это я сделал так в 2014 году, и делал это сейчас, я стал инвестировать в себя и в свое образование, потому что я подумал, что лучшее, что я могу сейчас сделать, это получить какие-то новые знания, которые помогут мне уменьшить какие-то риски. И опыт 2014 года, а потом опыт там, пандемии, он очень сильно значит, меня прокачал и в том числе, наверное, подтолкнул меня на тему инвестиций в недвижимость. Да. Поэтому я хочу сказать, что я благодарен Артему за то, что это один, и, наверное, я не знаю, из немногих людей, который сделал познавательный очень курс образовательный. Я сделал маркетинг-анализ рынка, на что мне почитать, что мне там посмотреть, куда сходить. Я посещал мероприятия, и на одном из мероприятий я узнал от Артема, мы с ним как раз тогда познакомились, узнал, что у него есть этот курс, он готовит его, я стал читать его книгу, и, соответственно, потом принял участие в этом образовательном курсе, и могу сказать смело, что это чистая практика. Да? То есть это опыт, который Артем наработал годами, и он в такой выжимке и простым языком доступен, и я могу лично рекомендовать этот курс тем, кто хочет побольше узнать об инструментах, о том, как составить портфель. Я ему не платил ничего. Это абсолютно... Это он мне платил. Да, я ему платил за курс, и абсолютно об этом не жалею. Кстати, пора тебе, мне кажется, цену поднимать. Ай-яй-яй-яй. Не, ну действительно, полезно. Главное, жене моей не говори, она точно ухватится за это. Поэтому ссылочка на описание курса будет обязательно приложена к ролику, поэтому те, кого тема инвестиций там в эту историю интересует, смотрите, изучайте и принимайте участие в курсе Артема. Кстати, расскажи, как идет, я был в первом наборе, как сейчас происходит? Ну, сейчас уже второй, мы, можно сказать, перевалили на той неделе, так сказать, половину. Как ты знаешь, у меня же там как? У меня была неразбериха на первом потоке с заданиями, с домашними. Сейчас уже все хорошо. Эволюция происходит. Эволюция, да. Соответственно, как бы народ активно учится, люди сдают домашние задания, они уже такие более структурированные и так далее. Нам удается их нормально проверять, давать обратную связь. То есть у меня была задача, прежде всего, сделать курс не люблю это слово, на самом деле, не инфо-цыганский. Причем, конечно же, оскорбления летят в мою спину горбато, когда я начал это продавать, историю. Но мне кажется, что там вообще этого нет. Там конкретно есть сектор ГАП, и мы его изучаем, считаем, смотрим и так далее. И главное, что я пытаюсь дать какой-то подход, который он для всего подходит, я бы даже так сказал. То есть есть основы некоторые, которые можно применять для всего. То есть именно, то есть я учу инвестиционному анализу, то, чем я занимался много лет. То есть как рассмотреть тот или иной проект. Проектов уже много действительно на рынке, и интересы разные у всех людей. И моя задача просто, так сказать, людей, частных инвесторов прежде всего, научить правильно анализировать проекты. Потому что у нас же, как всегда, мне нравится, на этом углу стоит такой красивый, точно, думаю, будет немного денег приносить. Вот так часто происходит, да? Ну да, и импульсивно, интуитивно, или кто-то хорошо распродал, наболтал. У нас же любят говорить, мы же великий русский язык используем по назначению, и обсуждать можем все что угодно часами, но чтобы посчитать финансовую модель, вообще, в принципе, как ее сделать, еще вопрос. Да, и моя задача была в том, чтобы это просто показать, то есть внедрить профессиональные подходы к оценке инвестиций в массы. Для этого я книгу написал, для этого я курс сделал, кому книгу лень читать или он не понимает каких-то элементов.
Вот как-то так. А сейчас курс идет, развивается. Я рад, думаю, что эта тема должна заходить, потому что, реально, мне показалось, что в рынке недостаточно информации. Есть информация, скажем так, такая фундаментальная, классическая, да, но... Ну, это учебники. Да, это учебники. Это невозможно читать. Такой, чтобы выжимка, и тем более еще с привязкой к абсолютным реалиям сегодняшнего дня, да, я, честно говоря, особенно и нигде больше Я рад, что не тебе встречал. понравилось. Я Хорошо. все для этого делал. И знаешь, вот как изюминка на торте, в заключение нашего с тобой сегодняшнего интервью, я хотел задать мой любимый вопрос. Так. Он связан с тем, что я по образованию, это идет от моего образования, я инженер, айтишник. Айтишник. Вот. И поэтому я в любом бизнесе, который бы я ни занимался, я стараюсь внедрять какие-то IT-технологии. И в том числе, даже сейчас в рынке с объектами нашей недвижимости, я думаю о неких инструментах, в том, как их правильно деньги к ним привлечь, да, использовать какие-то IT-истории, и как правильно их мы продвигать, маркетинговые темы. То есть мне это очень интересно. Я бы хотел узнать, может быть, какие ты знаешь, или, может быть, какие-то тенденции сейчас внедрения информационных технологий, да, в рынок инвестиций в недвижимость, что, может быть, какие-то есть хорошие кейсы, которые сейчас происходят, или же может быть, ты считаешь, что есть возможность, да, чтобы, может, применить какой-то искусственный интеллект, может быть, какие-то инструменты финансирования, да, вот что-то ты знаешь, и у нас, по крайней мере, в нашей стране что-то есть такое? Тут вопрос все-таки тоже надо разделить на части. То есть, если мы говорим про маркетинг, то здесь история такая, люди все-таки у нас потребляют информацию с помощью традиционных каких-то ресурсов. Сейчас очень стал популярен Telegram, вот, у меня там есть канал, естественно, вот, и, наверное, если мы говорим про дистрибуцию каких-то инвестиционных продуктов, то, наверное, это прежде всего Telegram. То есть можно ли это отнести к IT и каким-то технологиям, я не знаю. Сложный Но как вопрос. каналу продвижения однозначно, новому и динамично развивающемуся, это отнести нужно. Нужно. Если мы говорим про IT с точки зрения инвестиционного анализа, во-первых, у нас есть много сейчас уже, немного, к сожалению, но есть продукты на рынке, которые позволяют частному инвестору по каким-то аспектам быть, так сказать, в курсе дела благодаря IT-технологиям. Во-первых, есть программные комплексы и продукты. Я знаю, есть у Сбербанка какая-то одна из клешней щупальцев, которая занимается тем, что оценивает трафик объекта торговой недвижимости. Для инвестора, который приобретает ГАП, он обязательно, это я уже сейчас из курса говорю, ему нужно думать о плане Б. Да. То есть сейчас у него сидит арендатор, а что все будет хорошо, дальше? Да, но арендатор может уйти. Тогда будет не очень хорошо. Да, поэтому нужно на этапе покупки ГАБа, помимо всего прочего, сделать изучение трафика. Там еще много всего надо изучить. Сам район, неважно, не буду говорить много. Так вот, есть IT-продукты, которые позволяют трафик изучить. То есть прям ты получаешь информацию, сколько людей проходит мимо твоего объекта недвижимости. Это же окей, это же круто. Да, это очень круто. Это круто. Если мы говорим про инвестирование в новостройки на котловане, есть программный продукт, который называется BNMAP Pro. Это фактически программный продукт, который показывает реальные значения контрактации, то есть почем люди действительно покупали новостройки, и, соответственно, он показывает еще и экспонирование у всех проектов, которые на рынке присутствуют. Тоже аналитический продукт очень важный. Если мы говорим про попытки оптимизировать процесс инвестиционного анализа, здесь уже моя личная, не моя личная, а моей команды, я прошу прощения, разработка, потому что я это один не делал. Это там некий искусственный интеллект, который оценивает новостройки на старте продаж. Это такая попытка сделать универсальную финансовую модель и универсальный подход с точки зрения анализа новостроек. Мы его не продаем на рынок, это не внешний продукт, мы сами это делаем, мы выдаем, когда выходят какие-то проекты. Например, это я просто, отвечая на твой вопрос, максимально, подробно, но, с другой стороны, наверняка есть куча всего, чего я не знаю по этой теме, и что можно использовать, и просто это надо искать. Как-то так. Отлично. Таким образом, выбирая себе объект для инвестиций, можно, в общем-то, озвученные Артемом какие-то ресурсы, ссылочки мы тоже обязательно приложим,
посмотреть, и это даст дополнительные данные к тому, чтобы принять правильное решение. Ну и, конечно же, образование, потому что если неправильно оценить доходность, да, если неправильно составить финансовую модель, то можно очень быстро разочароваться в той инвестиции, которую ты начал, и которую ты, в принципе, сделал, да, которую не надо было делать на самом начале. Поэтому повышайте квалификацию, изучайте новые технологические решения, они действительно упрощают жизнь многим предпринимателям для принятия правильных управленческих решений и инвестиционных решений. А я на этом хочу поблагодарить Артема за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо тебе большое, что согласился. Спасибо. Вот, удачи в твоих предпринимательских инициативах. Это точно. Спасибо большое. Аналогично.